Вот для образца вам показываю, какие получаются саженцы за один сезон. И вот смотрите, такая корневая система. Друзья, всем привет! Сейчас покажу вам самый простой и надежный способ размножения метельчатой гортензии одревесневшими черенками. Получаются самые лучшие саженцы из такого материала, в отличие от зеленого черенкования. Корневая развивается лучше и цветут они, конечно, раньше. Но при правильной агротехнике и при правильных агроприемах, в принципе, и саженцы, выращенные из зеленых черенков, которые чуть попозже, примерно в середине июня в Московской области, используются для размножения, укоренения метельчатой гортензии. Просто попозже получается посадочный материал, но тем не менее в наших условиях он даже успевает зацвести, но нужно знать, конечно, определенные агроприемы. А сейчас в середине марта я нарезал вот таких вот черенков. Это метельчатая гортензия сорта Bonfire. Использую для укоренения черенки толщиной примерно около, может быть, 5 миллиметров. Слишком тонкие я не рекомендую использовать, и слишком толстые, допустим, там свыше 5 миллиметров, 7 миллиметров, тоже не очень хорошо они укореняются. Вот оптимальный размер примерно около 4-5 миллиметров. И длиной также многие спрашивают, в принципе, достаточно использовать для укоренения одно междоузлие, то есть 4 почки, либо 2 пары почек, кому как удобней. Черенки получаются длиной примерно около 10 сантиметров, но в данном случае я вам показываю черенок, у которого оставлено 2 междоузлия, и при этом у него 3 пары почек, 6 почек. Черенки я нарезал. Чтобы проверить их жизнеспособность, надо посмотреть срез, обновить. Вот сейчас камера сфокусируется. Видите, он должен быть такой светло-зеленый, такой фисташковый срез. Это говорит о том, что черенки не заморожены, то есть хороший посадочный материал. И почки при этом не должны быть слишком раскрытыми, слишком набухшими. Почки должны находиться в таком закрытом состоянии. Если они, слегка, так скажем, наклюнулись, то есть все равно еще можно использовать для укоренения, но тем не менее я рекомендую все-таки использовать такие спящие черенки со спящими почками. Далее я использую вот такой вот пластиковый контейнер. Их я покупаю в магазине Fix Price недорого. В него в качестве субстрата я насыпал нейтральный торф, раскисленный. Кислый торф использовать не нужно. Подписал название сорта и дату, когда я ставлю на укоренение. Естественно, я субстрат увлажнил. Он должен быть влажного, такого хорошего увлажненного состояния. Не надо делать болото, но и в сухом грунте, конечно, ничего не укоренится, поэтому должен быть во влажном состоянии. Толщина грунта должна быть около 15, либо 20 сантиметров. Торф покупной. В принципе, можно использовать и обычную покупную землю для рассады с добавлением агроперлита, либо использовать кокосовый субстрат, но это, конечно, более дорогой получится вариант использования субстрата для укоренения. Вот самый простой и надежный и хорошо подходящий субстрат. Это нейтральный торф, без всяких удобрений. Такой вот мелкий он, рыхлый, без каких-то крупных волокон. Вот такой он вид имеет. Далее, как происходит процесс постановки черенка на укоренение. Тут все очень просто. Поставили череночки в баночку с водой. Нижний срез окунаем в стимулятор укоренения. В данном случае это корневин. И опускаем черенок до самого дна. Самое главное, что верхняя пара почек должна находиться, вот как видите, вот она, верхняя пара почек должна находиться над землей. И далее берем следующий
черенок отступаем примерно 2-3 сантиметра и также вот устанавливаем черенок в контейнер. В этом контейнере нет дренажных отверстий, поэтому нужно следить за влажностью грунта, но не создавать болото. Подчеркну, что если здесь будет все хлюпать и какая-то жижа будет, то, конечно, черенки могут просто-напросто сгнить, несмотря на то, что метельчатая гортензия влаголюбивое растение. Но сами понимаете, корней-то еще нету, поэтому просто влажный грунт. Периодически можно и запрыскивать, там подходить один раз в день, проверять влажность и немножко опрыскивать сверху черенки. Это будет также очень полезно. В воду для опрыскивания можно также добавить какой-нибудь стимулятор роста типа эпина, либо циркона, либо любой другой, который у вас продается. Ну вот сейчас я все череночки таким образом установлю и покажу вам уже готовый результат и дам еще одну полезную рекомендацию. Иногда меня спрашивают, а можно ли использовать черенки не однолетнего прироста, а двухлетнего. Вот смотрите, вот у меня такая вот веточка, я обрезал гортензию, формировал ее в более компактный кустик, и мне пришлось срезать кусочек стебля двухгодичного. Можно использовать такие черенки, укореняются они не так хорошо и активно, конечно, как однолетний, но тем не менее, я вот видите, я его не выбросил, потому что на верхней части у него есть хорошо развитые почки, и вполне возможно, что данный черенок хорошо укоренится. Опыт укоренения прошлогодних, точнее двухлетних черенков, вот такой старой древесины у меня есть, они у меня укоренялись в прошлом году, конечно, не все, выход у них пониже, но тем не менее из 10 черенков 5 обязательно у вас укоренятся, если вы все сделаете правильно, вот как я вам сегодня показываю. Вот для образца вам показываю, какие получаются саженцы за один сезон. Это другой сорт, это сорт Пиксио, также новинка среди метельчатых гортензий. Вот этот саженец в 1-литровой емкости с хорошо развитыми побегами. И сейчас я вам покажу корневую систему. Такой саженец, если его посадить этой весной в открытый грунт, допустим, он уже осенью зацветет. Конечно, соцветия не будут очень сильно крупными, потому что он еще молоденький, но тем не менее оно проявит уже свои сортовые признаки и порадует своего обладателя вот ранним и красивым цветением. Сейчас покажу вам корневую систему данного саженца. Вот смотрите, такая корневая система. Видно, что она уже практически оплела весь земляной ком. Есть куда, конечно, еще расти, поэтому такой саженец вполне может дотянуть до осени, если будет расти в таком контейнере. Если его, скажем, не найдет он своего нового хозяина, покупателя, то вполне может до осени в таком объеме грунта дорасти. Но, конечно, желательно его весной уже высадить на постоянное место. Итак, все черенки я разместил в контейнере. Сюда вошло примерно 60 штук у меня. Выход готовых саженцев достаточно высокий, но обычно из 10 черенков таким способом укореняются 8-9. Бывают выпады, конечно, но их мало относительно укоренившихся черенков. Самое главное, где я этот контейнер оставляю. Сейчас уже вторая половина марта, нахожусь я в Московской области, у нас погода установилась плюсовая в дневные часы и в поликарбонатной теплице, где я сейчас все это снимаю, вам показываю. У нас днем температура на солнце достигает до 30 градусов. Ночью, конечно, опускается до примерно уличных значений, но тем не менее уже заморозки такие 0-2 примерно вот по ночам бывают, то есть слишком сильных морозов по ночам уже у нас нет. Тем более в условиях поликарбонатной теплицы все-таки здесь немножко потеплее, нет ветра и самое главное здесь высокая влажность, потому что происходит конденсация, на стенках поликарбоната образуются капельки воды, здесь высокая влажность, благодаря этому данный контейнер не обязательно чем-то укрывать, пленкой там или еще чем-то, какими-то колпаками сверху для создания парникового эффекта. Все хорошо укореняются даже без укрытия сверху, но можно было бы такой же прозрачный контейнер, скажем так, сверху еще прикрыть и поставить куда-то в уголок, чтобы черенки укоренялись. В принципе, это, конечно, неплохо.
Это плюс. Но можно оставить и таким образом, вот в таких условиях в средней полосе, в неотапливаемой теплице, будет хороший результат даже без прикрытия сверху какой-то пленкой или дополнительно еще вот таким вот пластиковым прозрачным контейнером. То есть прикрывать можно ничем не прикрывать, можно так оставить, все хорошо прорастет. Главное следить за влажностью субстрата и, как я говорил ранее, периодически осматривать из опрыскивателя, при необходимости доувлажнять субстрат, и все будет хорошо. Может появиться, конечно, клещ, но это уже тогда, когда появятся первые листочки, поэтому за этим надо тоже следить и при необходимости провести обработку. В дальнейшем, естественно, нужно будет пересадить укоренившиеся черенки в отдельные емкости. Я использую емкости не менее 1 литра, не экономлю. Я сажаю сразу в крупную емкость, чтобы развилась хорошая корневая система. И уже на следующий год саженцы, выращенные таким способом, они зацветают и показывают первые цветочки, в отличие от таких вот совсем вот маленьких емкостей, так похожих на эту баночку, да, там грамм по 200, по 300. Там, конечно, корневая находится в стесненных условиях, и растение очень медленно развивается. На емкостях я не экономлю, я выращиваю сильные саженцы, которые радуют покупателя уже на следующий год после посадки. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения!